Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем спасибо большое, что дождались. Да, сегодня такой вечерний шум, очень много эмоций, очень большие события происходят. И, немножко времени нужно было на подготовку, чуть-чуть больше после предыдущего эфира. Но я очень благодарен, что, несмотря ни на что, вы не расходитесь и готовы обсуждать сегодняшний насыщенный, очень эмоциональный день. Это проект «Шум», где мы шумим по делу. Мы вот прям берем и обсуждаем то, что здесь происходит. Конечно, обсуждаем разные позиции, разные взгляды, разные контр-идеи и идеи. И на самом деле есть о чем пошуметь сегодня. Буду стараться максимально сжато, но без нашей рубрики, как говорится, никуда. А что это за рубрика? Правильно, это непосредственно рубрика нашего, самого что ни на есть, любимого игры в города. Рубрика игры в города. Отличный процесс. Я считаю, что самый важный и самый главный. Спасибо всем большое, что принимаете участие. Харьков. Наконец-то, да, наконец-то. Сегодня дает угля, бабла хочет струбить, регион 30. А что это за регион 30? Напишите, пожалуйста, вот что так интересно. Значит, привет из Калифорнии, Гродно, вечер добрый. Привет из Санчо Панса, Санкт-Петербург смотрит, Одесса, Харьков приветствует. Мы из Ленинграда, Гранада, Испания, ох, испанские события. Антрацит, ничего себе, здорово. Литва, Мариамполе, Ухань, думаю, что вы не шутите. Поверим на слово. Курск, станица Луганская, потрясающе. Митя, что вы из станицы Луганской. Астрахань 30. Таджикистан, Воронеж, Минск. С нами матовая Италия. Привет из Италии. Привет в Италию. Манчестер, Николаев, Сочи. Мытищи с нами. Анна, Мытищи, Мариуполь. Прекрасно, что вы тоже с нами. Япония, Бровары. Бровары теперь в Японии. Одесса, Гондурас. Турция, Москва. Все говорят, Москва, Шелест, не замечаешь? Москва. А Москва смотрит Москва, привет в Москву тоже. Витебск, Вологда, жемчужина Одессы у моря. Спасибо всем большое за то, что пишете. Я всех призываю, конечно, да, вот в этом же духе. И если будете смотреть из-за разницы часовых поясов в записи, тоже писать, вот откуда вы смотрите. Молодогвардейск. Ох, я помню Молодогвардейск, замечательный город возле Краснодона. Там, кстати, был такой мощный такой музей молодой гвардии. Это прям я там несколько раз бывал. Прям есть что вспомнить. Берлин не бывал. Севастополь один раз бывал. Полтавщина, Чехия смотрит. Донецк, Ура, Ванкувер, Канада, Днепр, Воронеж, Коптево, Питер, Пермь. Спасибо большое, друзья, за то, что откликаетесь, за то, что, собственно, реагируете. Давайте пошумим. Есть над чем пошуметь. Из последних новостей, то, что вот прямо сейчас, это Трамп встречается с президентом ЮАР и вспоминают Зеленского нехитрым, злым, тихим, не злым словом. Получается, хитрым, громким и злым словом вспоминают его. Вообще, конечно, такой интересный ход. Выключили свет у него в овальном кабинете, включили на экран кадры заявлений политиков ЮАР о притеснении белых африканцев. Это вот прям такой мейнстрим, вот прям такие есть вещи, которые нужно зафиксировать. Такой анти-БЛМ или БЛМ наоборот. В общем, там не очень отношения с США у ЮАР, но после этой встречи есть перспективы, что наладятся. И таким образом Трамп как бы вбивает небольшой, если не клин, то клинок такой маленький в БРИКС. Это кажется всем тем, кто вот так рассматривает вопрос. А по сути, вот эти заявления последние Трампа сегодняшнего дня, они как бы говорят о том, что чуть ли не Америка в это БРИКС войдет. Вот серьезно. С Китаем договариваются, там с куполом золотым, правда, не поделили что-то, но заявление о том, что что-то Россию из большой восьмерки исключили, непорядок, надо возвращать, это, конечно, тоже дорогого стоит. Но, конечно, самое эмоциональное событие дня сегодняшнего – это убийство, ликвидация портного в Испании. Человек, о котором сказано много, и сегодня те, кто там его призабыл, наверное, привспомнил. Хотя, собственно, он особо не отсвечивал последнее время, да, последние там месяцы в
информационном поле, только периодически разные издания публиковали о том, что он выиграл суд у Бигуса, выиграл суд еще у кого-то, выиграл суд у одного издания, второго, третьего, пятого. Это, чтобы все понимали, длинные суды. На него там клевещут, а он подает в суд, потом там апелляция, выигрывает этот суд, они должны платить там 90 тысяч гривен, я видел, другие суммы компенсации за ложь. Такой борец с соросней, борец со ставленниками Демпартии и там USAID, грантовыми организациями, которые вот, собственно, правили бал до прихода Трампа. Вообще, как бы такой считающийся достаточно лютым врагом, считавшийся лютым врагом вот именно вот этой демократической когорты политиков и боролся за то, чтобы Украина была суверенной, определяла суверенную политику. Его, конечно, клеймят пророссийским, о нем куча, скажем так, вот этих расследований или псевдорасследований, и по-разному к нему можно относиться. Влияние имел и имеет, ну уже имел, потому что его нет, но до сегодняшнего дня имел огромное. Видимо, есть очень интересные инсайды о том, что определенный передел судебный, да, судебный передел ожидается, вот влияние на судебные системы, на юридические, скажем так, составляющие государства. Именно после этого события будет колоссальный в Украине, потому что Смирнов, который выжил под залог, его там взяли на взятки, это бывший зам офиса президента, считавшийся его человеком. Там Татаров, это тоже близкий, считается, так пишут, по крайней мере, в прессе, и когда вот пресса атакует Татарова, зама Ермака, то это, в принципе, всегда там бросают как бы связь и ссылку на именно Портнова. Ну, теперь Портнова убили. Убили зверски, тяжело убили, потому что он привозил ребенка в школу. 6 детей у Портнова, и совсем недавно стал как бы шестикратным отцом. Причем говорили, что он жил в Австрии, Швейцарии, в общем, по-разному там дислокация, но вот он оказался в Испании, и в Испании его настигла вот эта смерть. Причем вот эти кадры, которые там облетели, да, мировое информационное пространство, а оно правда мировое, во всех странах об этом сообщили, абсолютно демонстрируют, ну, какое-то такое бессилие, что ли, да? Бессилие служб и вообще испанских служб. Кузьминов, да, Кузьминов это тот, который перегнал вертолет, расправился со своими сослуживцами, и ГУР замаскированный отправили туда, тоже в Испанию, в Аликанте, в том краю. Опять не расследовано. Кто, что. В общем, в Испании свободно орудуют спецслужбы, как российские, так и украинские. И, соответственно, появилось очень много таких, да, вот, а россияне это или украинцы. Потому что с Россией хоть и были контакты, там, говорят, недвижимость у него была, но достаточно напряженные были отношения. И мы там дальше посмотрим по реакциям, почему. Ну, то есть, прям как последнее время, и вот даже в моем эфире немножко раньше на канале, да, вот Кози Бондаренко, и в принципе это правда, он осуждал российскую агрессию в плане вторжения вот полномасштабной войной и поддерживал, ну, вот это крыло офиса президента, и в принципе всегда защищал Зеленского, мол, посмотрите, там, он там исправится, это вот так, ничего страшного, то есть вот все равно он как-то вот был за Зеленского, даже в первый день, вот тоже парадокс, да, 6 детей, 6 лет прошло с момента инаугурации, и он за день до инаугурации Зеленского прибыл в Украину, о чем сообщил там на своем телеграм-канале, это тоже сегодня все вспоминали. Примечательно, что реакция была идиотская со стороны Украины, потому что многие, опять-таки многие связали это с выборами и с какими-то, ну, давайте так, с какими-то вещами, которые связаны с политикой. Даже пресса испанская пишет, что это или политика, или бизнес. Причем, как бы, версии рассматриваются вот эти две. Пока непонятно, да, куда выйдет следствие и что это вообще за следствие, потому что мы не слишком много знаем о успехах там испанских спецслужб, которые там взяли и все раскрыли, и всех разоблачили, и всех нашли. Есть большое подозрение, что это все так и останется муссироваться в прессе, ну и дальше никуда не пойдет. Там другое издание 20 минут говорит о том, что это бизнес терки и криминалитет.
кто-то там выдвигает версии, что остался кому-то должен. На самом деле нужно действительно дождаться следствия, но то, что это было показательно, потому что говорили, что школа охранялась, то есть там такой закрытый объект. Он ехал, он думал, что он в безопасности, ехал за рулем, там стрелял один, было их там, ну, разнятся показания, двое, трое, там отец ученика этой же школы тоже кого-то видел, тоже там, в общем, приехали на мотоцикле и с несколькими выстрелами, да, вот, умертвили человека, то есть это было показательно. Это не просто где-то там ночью, где-то там, да, что-то где-то тихонечко. Вот такая ликвидация. Это ликвидация как показательная для кого-то. Тоже такую версию нельзя отметать. А тут сразу же, да, вот это рисуют и плетут разного рода ниточки к политической составляющей. Мол, якобы у него был какой-то компромат на Зеленского, ну и чтобы ничего не всплыло, или чтобы зачистить, или какие-то виды он имел, да, об этом ничего не известно публичном пространстве, но какие-то виды имел на предстоящие послевоенные там выборы и как-то пытался, не знаю, то ли как бы играть в на этих выборах. И об этом сейчас многие пишут. И говорят, что стратегически, наверное, все придет к тому, что то влияние, которое он оказывал на людей, отвечающих, курирующих правовую систему в Украине, сейчас будет абсолютно переделено, но как переделено, подмято под Ермака. Хотя вот там тоже разные были отношения у Портнова с Ермаком. В общем, по сути, да, жуткие вещи происходили. Но какой это нашло отклик? Что примечательно, сразу появились провластные телеграм-каналы. Вот, например, вот сотрудник ОП+, этот, скажем так, канал считается, ну опять-таки, да, считается, что этот канал, он аффилирован с людьми, которые обслуживают медийный офис президента, конкретно там с Петровым, там Петров, Иванов, Исландия, вот считается так. То есть свечку никто не держал, но вроде как они пишут. Так, по крайней мере, гудят в интернете. Вот ряд сообщений. Портнов убит, человек имел большое влияние в Украине, несмотря на зашкварность его персоны. Шарию стоит внимательнее относиться к его безопасности. Потом в скобочках нет, но это типа как прикол. Охрана, которой он платит немаленькие деньги, может оказаться бесполезной. Леша Арестовича тоже касается, слишком много взял на себя. Пишут вот так. Непосредственно на этот пост, на эту, да, вот эту такую, ну, публикацию отреагировал и сам Арестович. В общем, отреагировал понятным образом, отреагировал бурно и, ну вот на самом деле, таким очень показательным, да, я бы сказал, моментом было то, что он четко связывает это с выборами. В общем, и откликнулся на эту угрозу убийством офисных каналов, тут же последовавшие мой адрес и адрес Шария, это угроза Гончаренко тоже, имеют замысел лишить возможных лидеров так называемый электорат ОПЗЖ. Ну, значит, что это за электорат ОПЗЖ? Люди русскоязычные, люди, в принципе, те, которые там, ну, опять-таки, называются ОПЗЖ. От ОПЗЖ сейчас ничего не осталось. Есть там группа, которая там за жизнь и мир, мир и жизнь, которая подголосовывает и четко за, как это, колеблется с линией партии. Но люди остались, да, которые там пытаются мыслить, пытаются там по-русски, пытаются за мир в Украине. И вот там вот для этого электората каким-то образом найти политика. Приводит аргумент, кстати, очень интересный, что в последнем КМИСе, мы вчера тоже его обсуждали, у него появилось вдруг 7%, нарисовали, ну потому что Зеленскому нарисовали 74%, понятно, что Арестовичу и всем остальным тоже нарисовали. А тут 7%, хотя было 1,5%. Значит, на деле может быть интереснее, это вот означает, что социологи дают прям вот этим силам, и Мураеву 6 нарисовали, хотя какой Мураев, он не попадал в эти рейтинги доверия-недоверия. То есть какую-то часть парламента они вот будут играть, и, соответственно, нужны какие-то такие люди контролируемые, то есть игра в будущие выборы и контролируемую оппозицию. Такой аргумент у Арестовича. Ну, значит, террор, и говорит о том, что он не замолчит. Это была реакция, ну, да, Арестовича. Ну, много было других реакций, таких, которые ну, давайте честно, с
здравым смыслом вообще не коллерируется. Вот Стерненко, на которого недавно якобы было покушение, да, он пишет: Андрюша, ты сам тут отдыхаешь. То есть всем стало резко смешно. Все сразу начали вот это поднимать на какой-то такой уровень радости, злорадства. Бигус, проигравший суд Портнову, выкатывает, что мы люди прости, ну, простые люди, сразу показывают, это, видимо, редакция, чашечки, офисные чашечки, артемовское шампанское, вот так, что экс-советник Януковича и так далее. Ну, понятное дело, потому что он их уделывал, ну, в судах и не отпускал, даже если там какие-то суды тянули волыну, и вот прям за старые дела их и многих других он, да, вот таким образом побеждал. Но тут уже как бы не победишь. И праздновать убийство человека, который привез ребенка в школу, это верх цинизма. И вот такие у нас получаются профессиональные журналисты. Идиоты, грубо говоря. И это все в публичном поле. Прославилась блогерша и ведущая Курбанова. Она там перепостила, да, ну, опять-таки, не сама писала, а перепостила, что если Портнова, ну, там, нецензурно, в общем, пришили в Мадриде, а Шария в Барселоне, это будет настоящая Эль-классика. То есть, видите, какой юмор, спортивным юмором делится Курбанова. Все в таком каком-то воодушевлении находятся. Но это вот с этой стороны, да. И причем там Тарас Черновол тоже от Порошенко. Ну, он гнался за Порошенко, Портнов. Он всегда за Порошенко, он всегда за вот этих националистов, которые там чинили бесчинство разное. Портнов всегда через суды, все очень в рамках закона, без каких-то вот таких моментов. И вот сейчас вот эта когорта людей, они вот радуются или там делают вид, что им весело и интересно. Но и, условно, тех людей, которые на другой стороне остались, тоже одиозных, вот, пожалуйста, Монтян пишет, что труп врага всегда пахнет хорошо. Я не знаю, кто исполнил Портнова в Мадриде, вовсю сейчас собираю инфу. Если кто не в курсе, это был мой враг. Располагается один из верхних строчек соответствующего списка. Чуть позже я напишу о Портняже подробнее. Зы, это постскриптом, тоже Шарию приготовится. Шарий вступает в очень знатную перепалку с Лаченом, причем делает красиво, да, то есть вот это мне нравится, вот это позиционирование. Ты следующий, ты следующий. Ну, елки-палки. Трагедия страшная случилась. Причем по беспределу, то есть как бы вот так публично. Но это просто, да, а они вот ты следующий, да, вот накаты на Шария, на которого уже было покушение подобное, которым там поджигали дом и так далее. Причем это все всегда пытались опорочить, да, опорачивалось, говорили, вот это он сам себя, вот это специально, это пиар-акция. Ну, смотрите, вот так вот, как это, мальчик и волки, волки, а волки пришли. Убийство совершили Портнова. Что говорили на украинском телевидении в этот момент? На украинском телевидении как бы выходили в свет эксы. Ну вот экс-СБУшник Ягун, да, генерал Ягун тоже был гостем в моих эфирах. Вот как он комментирует это событие. Портнов був величезною проблемою для України, ніхто не приховує. І всі ті ниточки, які там кудись там тягнулися, і за які він, можливо, там намагався піддьоргувати, це так само всім було зрозуміло. Як воно буде розслідуватися? Слухайте, ну, насправді... Значит, много сделал нехорошего для Украины, ниточки куда-то всем понятно, никому ничего не понятно, это всегда была такая тайна Полишинеля, но вот кто это сделал, как это будет расследоваться? Я не прихильник позасудових якихось розборок, і незважаючи на те, що я розумію, що ворог України мертвий – це найкращий ворог, але Україна точно не стоїть за тим злочином. Чому? Тому що я думаю, що це все ж таки злочин. Я думаю, що Портнов, ну, він точно не уявляв собі зараз, на даний момент, ту небезпеку, яку з нього там малювали. Значит, смотрите, вещают, что Портнов не был опасен Украине, сделал много плохого, но опасен Украине не был. Интересно, вот просто вот такая, поэтому точно это не Украина. Интересны другие, скажем так, ликвидации, в которых официально, конечно, не признавались, но так полупризнавались в каких-то интервью там украинские спецслужбы, а они были опасны.
Ну, то есть опасность была. В чем опасность? Да, там военкоров, беглых депутатов, там еще кого, ну, там писателей вот этих, которые связаны с событиями на Донбассе. То есть я сейчас я не сравниваю эти два убийства, ни в коем случае, там, или там несколько убийств. Я пытаюсь просто понять, то есть аргументация, слышите, от Ягуна. Он, конечно, да, там много плохого сделал, ниточки тянутся, но он не был опасен, поэтому это не Украина. То, що він багато шкоди наніс Україні, да. То, що він використав свої можливості для того, щоб просунути своїх людей в певні там, Ну, подбирает слова. Вы видите, это даже на ускорке, то есть заметно он подбирается, потому что тема такая да, очень резонансная и, ну, вот так в тупую, в наглую, да, в другом государстве почему-то, да, вот ужас, что. порядки, організації, структури, можливо, маючи такий вплив. Це так само правда. Але ліквідовувати людину на такому рівні, якому він є, Україна точно з цим не стоїть. А от Російській Федерації кожне таке вбивство, це в черговий раз вони зараз розкриють свої інформаційні операції на предмет того, що Україна, країна вбивств, вони ліквідовують всіх, кого тільки тільки можуть дістатися руками. А насправді в Європі наразі поки що вдалося спіймати тих людей, за якими стояла Російська Федерація, і вбивства, які скоїли за наказом Російської Федерації. Тому будемо спостерігати. Ну, в общем, вы поняли, то есть это не Украина, это Россия сразу, то есть кто что, это Россия. Причем вопрос, зачем? Чтобы Украину обвинить. То есть вот такая риторика. Позвали еще одного екс-СБУшника Ступака. Питання риторичне. Давайте станом на сьогодні у нас є тільки підтверджений факт, що пана Портнова було вбито. Це достеменно, це точно, це не імпровізація, це не постановка, його було вбито. Ну, спасибо, это не постановка. Вот это вот спасибо за этот факт, который, он сейчас военный эксперт, работал в СБУ, который он донес миру. Это прям спасибо. То есть вот мы поняли, не постановка. Все решта то тільки припущення. Тому ще раз я підкреслюю для вашої шановної аудиторії, ми тільки припускаємо, що це могло бути. Перше, коли тільки з'явилася ця новина, була така думка: слухайте, ну це Іспанія, там багато мігрантів, можливо, там не знаю, там якесь пограбування невдале, можливо, якась дурна куля під час перестрілки якоїсь прилетіла і вбила такого от великого посадовця минулих часів. Але коли з'явилися дані про те, що це 4 кулі в груди і 1 в голову, то будь-які сумніви в тому, що це була ціленаправлена ліквідація, вони повністю зникли. Ага, то есть, смотрите, то есть, да, вот он сразу подстелил соломку это версии. Ну, там, Испания, там, темпераментные испанцы, там, какие-то бандиты, какие-то уличная преступность, вот это все, там, ну, попал шальная пуля, и так получилось, случай, ну, когда, что там несколько пуль было, тогда это четко работали. Далі почали вже припущення, а хто ж це міг бути? І так, ну звісно, що перша ж версія це Україна зробила. Це або Служба безпеки України, або ГУР, або Служба зовнішньої розвідки. Ну, теоретично могли. Теоретично, ще раз. Ми не знаємо, бо, наскільки я вже чув, Служба безпеки України не підтвердила свою причетність до цієї історії, не підтверджувала і не заперечувала. Тому залишаємо в сірій зоні. Друга Оставляем в серой зоне. Ступак оставляет в серой зоне. Ну, интересно. версія. Хто ж це Ну, имеется в виду украинский след. То есть могли, не могли. Ну, они не подтверждали, не опровергали. Ну, вот, оставим в серой зоне. Хорошо. міг бути? Чи могли бути це, наприклад, мешканці теперішньої іспанської столиці, які, побачивши, що це Портнов, що він зробив стільки лиха для України, і от вони вирішили самостійно зробити вендетту. Я б не виключав би. Так, вірогідність не дуже велика, але тим не менш вона може бути. То есть, еще одна версия. Это какие-то украинские выехавшие, заметили Портнова. А что это Портнов? Ну, это, наверное, он имеет в виду тех, кто на митинги ходит, те, которые там, да, ну, вот, ну, хорошо. Третій варіант, третій сценарій, що це може бути. Не забуваємо, що пан Портнов раніше, в минулі часи, дуже сильно впливав на судову систему. Не тільки на кримінальні суди, не тільки на кримінальні процеси. Того посадити, тих відпустити, тих не чіпати, а й на господарські процеси. Підприємства, організації, бізнеси, які могли генерувати десятки, а то й сотні мільйонів доларів щорічно. І, можливо, десь він впливав, десь щось там ділив, роздірібанював. І зараз, можливо, така помста за ось цей дірібан його знайшла. По факту ми не знаємо. Тепер ми відкидаємо і цю версію і рухаємося в напрямку великої конспірології.
Значит, сейчас будет интересно, но вот, то есть, насколько, вот смотрите, как он строит. Были там какие-то эти, ну, варианты, так это вообще непонятно, это там минимальный вариант, но он же большие хозяйственные, и вот ему отомстили за большие деньги. То есть сейчас это, да, вот гуляет, ну, прям как чуть ли не основная версия по, судя там, по средствам массовой информации. Ну, не спецслужбы же, да, правильно, ну, там, это ж не то, что Ягун говорит, русский это, а это ну, умнее эксперт, умнее СБУшник. І от зараз конспірологія. Конспірологія, поясню чому. Що це може бути? Чи могла це бути Російська Федерація? А чому б ні? Ну, росіяни могли, дійсно, це ж росіяни, вони ж вбивають, Скрипалів вбивають, там стріляють. Але з іншої сторони, якщо вони хотіли позбутися пана Портнова, було б набагато простіше за будь-яким там вмотивованим якоюсь причиною. О, Господи, это так по-украински, конечно. Ну, это там про язык немножко поговорим сегодня. Ну, ладно. Викликати його, не знаю, на нараду до там адміністрації диктатора Путіна, а потім заарештувати в СІЗО на рік, півтора-два, і потім він десь губиться в Новосибірську. Легко. Шлях пана Навального він міг відтворити. То есть, Россия, проще было бы его вызвать на какое-то совещание. Что это его вызывать на совещание? А он что там... Не, ну у нас там есть, конечно, прецедент Деркача, который сенатором стал, да? А что его вызывать на совещание? Кому? Куда? Но это вот скармливают людям, скармливают массам. І остання така конспірологія, дуже така величезна, що Російська Федерація умисно його ліквідувала там для того, щоб посіяти великі проблеми між Іспанією та Україною, раз, і між Європейським Союзом та Україною, два. Чому проблеми? Бо якщо буде історія гойдатися, що це Україна ліквідовує на території Європейського Союзу, європейської країни, проводить такі каральні акції поблизу школи, як називалося, я не готовий верифікувати, називали школа, там була поруч, наражає на небезпеку. Интересно, так и табличку показали. Это школа. Это школа. Американская школа, да, да. Частная, там, блатная, как принято говорить. Школа. Это школа. Ну так вот, чтобы поссорить с Испанией, с Евросоюзом Украину, это сделали русские. Цивільних іспанців, дітей, ще раз, напруга, Україна, Іспанія, Україна, Європейський Союз, плюс включається в гру хто? Хто? Віктор Орбан, пан Фіцо, і починають звинувачити Україну, що Україна це така ось країна-терорист, вбиває, і не треба їй допомагати, тобто дійсно тут можуть бути величезні проблеми. Это потрясающе просто. Вот это анализ, понимаете? Рассмотрел все версии, говорит, что, ну вот смотрите, конспирология одна, чтобы поссорить, да, то есть, а тут еще Орбан тут вместе с Фицо отработал все. Вот это вот называется, все как бы там есть вот эти позиции, которые нужно, чтобы, ну, хорошо, все отработал версии. Конечно, безусловно, трагедия жуткая, 6 детей у Портнова, всем родным, близким соболезнования. Смотрите, к нему можно относиться по-разному. И относится по-разному, вы видите как. Кто-то открыто называет его врагом даже после смерти, кто-то там ведет себя благороднее, кто-то начинает вот эту историю, там, дурак сам дурак, ты следующий. Но, тем не менее, не отнять у Портнова то, что... Все нужно решать было через суд. Через суд. Не вне суда. Как там санкции накладываются, бросают в СИЗО и маринуют многих людей. Они же в СИЗО. О, это там в СИЗО сидит. Там Дубинский, Шевченко, Шуфрич, там еще другие. Вот они в СИЗО сидят. Так они в СИЗО сидят, они же там приговора ждут. Понимаете? Приговора. То есть... Доказали, все, виноват, впаяли срок, дальше там жди или какую-нибудь там смены власти, амнистию или какую-нибудь еще историю, но у тебя есть доказано, вина, все как положено. То есть внесудебная эта история. И Портнов, как к нему не относились, он всегда был за то, чтобы было по закону. Ну, чтобы было оформлено, чтобы все было четко. А не вот это вот, да, вот такие... информационные волны ловить и как-то по революционной доцільності, да, вылетело из головы. Ну, в общем, под знаменем революции проводить то или иное действо. Или как вот людей между небом и землей подвешивать, да, то есть СИЗО ни туда, ни сюда, и годами там идут эти дела, и непонятно там сроки давности пока не выйдут, а потом выпустили, вроде и не осудили, и жизнь прожита.
имя искалечено, и сдаили тебя адвокаты, все, и жить не на что. В общем, такой момент, понимаете? Все-таки там было все, ну, как бы добивалось юридической точности. И это, конечно, уже ужасное преступление. И очень большая тень. Там вот поссорить, там, Украину. Не Украину. В принципе, на Испанию глянуть, это позор, что это вообще стало возможно. Нет, не скажут, это можно в любой другой стране. Но в любой другой стране, ведь, понимаете, там диктаторские режимы там какие-то, да, вот у нас там агрессор Путин. Ну, вот агрессор Путин сразу, там, в течение сутки, да, там вот этим крокус, которые, да, там, уши режут, ничего страшного там, но их показали, поставили, ну, ничего страшного, я против, конечно, там, издевательств этих всех, но имеется в виду быстро, сразу, нашли по горячим следам и все. Здесь вот это будут, волынку будут тянуть и будут расследовать, на кого-то выходить, бюрократией заниматься, показывать, как они работают, понимаете? То есть тут тоже такой момент. В Украине тоже есть такие прецеденты. Там не так быстро, но прецеденты есть. Если кто-то что-то, ну то есть кто-то что-то не то сказал, или там кто-то где-то как-то засветился на каком-то видео, или ездил там, стрелял в небо Киева с пистолета, дурел, не, быстро находят и все. Ну, опять-таки, да, если не чей-то, если какой-то... То есть есть методы работы. И тут надо, если, допустим, в первые 3 суток не находят никого, не показывают допрос, ну, там дальше уже поди разбери, кто, чего и как. Вот в этом же вопрос. И эта тень на Испанию и на вот эту Европу, цветущий сад Европы очень серьезная. Поэтому соболезнования родным, близким, друзьям, сопереживающим, безусловно, жуткий случай. И, ну, это просто удар по вот этому безопасному райскому саду. Вспомнил Путина. Сегодня он побывал, ну, точнее, он побывал вчера, сегодня показали, понятно, там, конспирация из-за того, что война в Курской области. Визит был абсолютно гуманитарный, встречался с властями гражданскими, волонтерами. Понятно, он там носил такую нотку, что там всем поможем, выплаты продлим. Но сегодня на этой встрече прозвучало очень интересно 2 таких момента от губернатора Хинштейна Курской области. Первое. Официально заявлено, громогласно, во всеуслышание, вот от него лично в присутствии Путина, что Курская область освобождена от ВСУ. Все. Сегодня были там определенные нюансы в Брянской области. Мне даже писали в телеграм-канале, то есть там это распространили мониторинговые паблики о том, что в Брянской области там есть какое-то село, но с таким же названием в другом районе. И там вроде бы как какие-то там ТРГ были замечены и проводились, в общем, оцепили дороги, и, в общем, стрельба, ловили. Люди прям писали в телеграм-канале. А на карте было указано в другом районе Брянской области село с таким же названием. То есть тут надо разбираться, то есть просто кто-то увидел на карте село, обозначил и вот показал, да, а другое не увидел. Но какие-то моменты были. Но область Брянская, Курская освобождена. И вторая история, которую Хинштейн сегодня выдал, это вот, мол, он на собрании вот этом там встрече официальной говорит, надо Сумы захватывать. Ну и Путин реагирует. И с вами, как главнокомандующим, мы победим, однозначно. Поэтому Александр Алексеевич, он говорит, он тоже не хочет все побольше. Ну, правда, я хочу вас и меня ставить. Чтобы было... Ну, тут плохо слышно. Шутка, конечно, потрясающая. В том плане, что давай Сумы Путин захватим. Путин говорит, вот видите, поэтому у вас такой губернатор, потому что он хочет больше хочет. Вообще, конечно, ситуация с Сумами и Харьковом в информационном плане, потому что с военной точки зрения, хоть и военные комментировали, но все равно это тоже такой разогрев и подыгрывание информационному фону, продолжению противостояния на фоне мирных вот этих треков, да. Сегодня вокруг Сум и Харькова получило развитие. Ну, вот это, что касается приезда Путина в Курскую область. А второе было сообщение от непосредственно украинских военных. Там Хортица сообщила, что смотрите, ахтунг, внимание, вот смотрите, россияне скапливаются на границе с Украиной в районе Харькова, то есть вблизи Харькова. То есть вполне вероятно готовится какой-то ударный кулак, чтобы двигаться в сторону Харькова. Харьковчан, конечно, и сумчан тоже напугали, хотя в Сумах были прилеты, причем ночью были прилеты, днем были взрывы. Достаточно тяжелый момент, тяжелый эпизод. И
ну, там предприятия пострадали, техника, люди ранены, в общем. Проблема в другом. Жить там как? Под вот такими угрозами и использованиями городов в вот таких даже информационных кампаниях и, конечно, прежде всего в смысле безопасности. Как строить бизнес, как там планировать какое-то будущее. Очень, очень тяжело быть на месте сумчан и харьковчан сейчас в этом отношении. Причем тут очень важно понимать, что обстрелы, конечно, да, сегодня там рассказывали о какой-то приделанной гранате РПГ к «Шахеду», которая там взорвалась каким-то особенным образом или там не взорвалась, но если взорвется, то будет большая беда. То есть идет обстрелы, и «Шахеды» долетают уже очень далеко, в Днепропетровскую область залетают с линии фронта, про Днепр тоже сегодня вспомним. То есть среда обитания человека, город, городская среда вот этих двух областных центров, она подорвана уже сейчас, она подорвана давно, а сейчас на ней нависает новая угроза. И с ней нельзя не считаться, потому что вот такие вроде как шутки в Курске на совещании, вот эти такие заявления украинских военных по поводу Харькова, ну это, конечно, оптимизма не придает. Сумчане, харьковчане, держитесь, наверное, на вашу долю придется еще претерпеть многое. И никто же не успокаивает, никто не дает какие-то, скажем так, надежды, что нет, мы сильные, там, не переживайте, там, не уезжайте. Наоборот, выходит мэр, говорит, вот, все нормально. Ну вот, как бы, да. Поэтому больно за их дальнейшую судьбу. И вообще, когда это все наладится, сложно понять. Там, наверное, в этих двух городах больше всего ждут мирного трека и перемирия. Также сегодня очень ярко прозвучали в контексте, да, новых, ну там уже было 5 регионов, сейчас вот видите 7 нарисовалось, Сумы и Харьков, да, якобы Мединский об этом говорил в Стамбуле. Возник советник Путина, Кобяков, и вот он там вот такое выступление сделал перед аудиторией. Интересно и другое, об этом также была любопытная дискуссия на форуме. СССР ведь юридически где-то существует и продолжает существовать. Значит, СССР юридически до сих пор существует, говорит советник Путина. Так давно, еще с 90-х годов, говорят специалисты по конституционному праву, в том числе стран Запада, и Франции, и США. А почему они так говорят? Они говорят так, потому что была нарушена процедура так называемого распуска СССР. Если съезд народных депутатов, он же съезд Советов в 22 году создавал СССР, то и распускать нужно было его по решению съезда этих самых депутатов. А если юридическая была нарушена процедура, то, получается, юридически СССР существует. То есть депутаты создавали, депутаты должны и, ну, собственно, ликвидировать СССР, говорит Кобяков. То есть юридически процедура нарушена. Но дальше же интереснее вывод. Так говорят специалисты конституционного права. И уж совершенно странным с правовой точки зрения выглядит Беловежское мероприятие, случившееся 8 декабря 1991 года, аккурат накануне подписания нового союзного договора. Этот акт позже ратифицировали Верховные Советы РСФСР, УССР, БССР, а это вообще не в их компетенции. Но если СССР не распущен, то логически с правовой точки зрения получается, что украинский кризис – это внутренний процесс. Обсуждение данной ситуации благодаря Петербургскому международному юридическому форуму, на котором мы с вами сейчас принимаем участие, уже началось. И пусть этому дадут правовую оценку специалисты по конституционному праву. Развалу СССР нужна правовая оценка. Она поможет разобраться и в событиях сегодняшнего дня. Пока мы не поставим точку и не определимся с правовой точки зрения, а что такое развал, ликвидация, значит, СССР, у нас эти проблемы будут возникать. Угу. Значит, сейчас гадают разные аналитики, а что это было? Подобную точку зрения там Пламен Пасков у меня озвучивает периодически, да, о том, что Беловежская пуща, что это было. Но видите, как вот на этом юридическом форуме петербургском выходят дальше, да, и будут ковать какие-то там базы юридические под эти
вот эту аргументацию, что, мол, ага, если, получается, СССР как бы распался, ну, прошло уже больше 30 лет, но незаконно, то и сейчас в Украине это внутренний конфликт. Ну, то есть внутренний. Беларусь, вот эти все остальные страны бывшего Советского Союза, и даже Прибалтика. То есть это все внутренняя история. Зачем это? Это для того, чтобы красиво пропиарить форум, ну, то есть заявить нечто глобальное, важное, как такую стратегическую цель, или там подыграть в какой-то, ну, вот такой нарративной истории, или выстроить новый мейнстрим. И тогда вот эти все Симпсоны с СССР 2.0, разные там теории о воссоединении СССР как цели и целеполагания, восстановления, собственно, справедливости, и что, условно, все 30 с лишним лет до того были просто нарушением закона, имеет под собой еще дальнейшую политическую основу. Вот здесь будем, как говорится, наблюдать. Это окно Авертона открывается, ну, то есть граница возможного. И стратегически, да, то есть мы же, опять-таки, все же, помните, смеялись над Путиным с Такером Карлсоном, когда там Рюрикович и вот это все, там длинная лекция, он сидел, мало что понимал, и, мол, все там смешно так всем было, потому что там лекция была слишком длинная. Ну, тут покороче будет лекция на самом деле. Вот, в принципе, этого обоснования достаточно, дальше выписываются просто уже юридические моменты. И вполне вероятно, это такой тоже пас американцам. В том числе все юридически по закону, и можно их так вот на этой теме, так сказать, и приобщить к этому вопросу. В общем, такая достаточно интересная история с крючком на будущее. Ну, в Украине об этом не думают. В Украине вчера прошел как бы такой день, мы его тоже в шуме отмечали, это день... 7-й год пошел Зеленскому у руля. 6 лет прошло, хотя должно было быть 5. И люди вот провели опрос. Потрясающий опрос среди украинцев. Ну, а как вы относитесь к Зеленскому? Вже рівно 6 років як президент сьогодні. Як би ви його б охарактеризували? Мені все подобається, я його підтримую. Як сильного лідера, хорошого політика і просто чудової людини. То есть поддерживаю, сильный лидер, политик классный. Девчонки просто за него. Ну, вот паренька спросили. Марить, типу, його оточення. Чому я маю його звинувачувати, якщо війна почалася ще коли він не був президентом? Всі його дії вказують на те, що йому невигідно закінчувати війну. Ну, то есть мы видим, как, да, подобран опрос. Все-таки есть какие-то разные мнения. Вот девушка сказала, что вот все действия показывают, что невыгодно заканчивать войну. Ну... Щоб зараз були знов вибори, я теж до нього проголосую. Сказати, що гірший президент я не можу, сказати, що краще теж не можу. Було дуже багато поганого, ну і трохи гарного. Правильний підхід підбирає, щоб керувати країною. Якби не він, то все було б вже краще. Ну, то есть, да, то есть из вот этого перечня короткого вопроса, ну вот, одна против, все остальные или все равно, или какой у нас потужный молодец, в общем, 74% налицо. Вот чем живет Украина. Ну и, конечно, живет войной. Сегодня российские паблики опубликовали вот это фото. Это Днепропетровская область, как утверждали они, граница с Днепропетровской областью. Фотография, колючая проволока в 3 ряда и, собственно, вот пикап, военные российские радуются, что вышли на границу Днепропетровской области. К вечеру сегодняшнего дня, вот буквально там пару часов назад, вышел губернатор, глава военно-гражданской администрации Днепропетровской области, сказал, это фейк, они там где-то в Донецкой области находятся, хотя, собственно, уже там сообщалось, что 1 километр до Днепропетровской области, и возникают по этому поводу такие вот эти вот суждения, да, так а как это вот вышли на границу и чему они так радуются, это что вот получается вышли на границу, дальше не пойдут, или война будет перебрасываться в Днепропетровскую область. Но всех успокоили быстро, сказали, это все, это где-то они там рядом фотографировались, это ни в коем случае, у нас нет колючей проволоки на границе. Хотя фортификация есть.
Но, тем не менее, по карте Deep State сегодня тоже существенное продвижение на Донбассе, традиционное, да, и в сторону как раз-таки вот эта серая зона Deep State, показывать не буду, чтобы время не занимать, тем более там нет фиксированного продвижения, там есть именно серая зона, означает, что идут бои, вот она уже прям у границ, практически вот на границе. А откуда это фото, неизвестно. Ну, по крайней мере, вот такой сегодня был, ну, такой информационный шум по этому поводу. Будут заходить или не будут в Днепропетровскую область, напишите, пожалуйста, что думаете, да, вот как вам кажется. Плюс Днепропетровская будет или угроза Сумам, Харькову реально, или, в принципе, сейчас ограничится старыми целями, и, возможно, там Запорожье не полностью, Херсон тоже сколько есть, потому что там особо продвижений никаких не фиксируется. Ну, вообще, война будет продолжаться, и движение какое-то будет на фронте однозначно, потому что сегодня вышел Лавров и сказал, ну, фактически отверг все предложения о перемирии на время переговоров. Поэтому сейчас, когда нам говорят, вот давайте перемирие, а там посмотрим. Нет, ребята, мы уже были в этих историях, мы так больше не хотим, и Макроны, Стармеры, фон дер Ляйены и прочие деятели Европы, которые сейчас истерично требуют от Соединенных Штатов присоединиться к антироссийским действиям и нарастить количество санкций, это просто их выдает с головы. Значит, понятно, что это укол в сторону Европы. Это как бы им ответ, потому что в европейском консолидированном вокруг Зеленского сообществе Мерца, Макрона, Стармера и немножко Туска. Почему немножко? Он сегодня с ним созванивался, там кластеры, говорит, европейское будущее, союз, Зеленский с Туском. Но Туск тоже сегодня четко сказал, значит, будем придерживаться пропольских интересов. Пошлины с 5 июня на украинские товары возвращаются. Ну и в принципе в ЕС пошлины возвращаются. Будет какой-то опять вариант отсрочки или нет, и что это означает для украинских товаров, в принципе понятно, но то есть будет хуже в этом отношении, потому что была беспошлинная торговля. Так вот, это укол именно в сторону Европы, но тоже позиция, что значит мы вот сначала договоримся, а потом будет перемирие и все остальное. Потому что так, как было, давайте перемирие, а потом договариваться, это уже было. Ну, мне просто интересно, когда. Наверное, тут имеет в виду Лавров комплекс целый, да, когда там были перемирия, которые срывались периодически, там Минский еще процесс. Ну и вот такие моменты, которые, по большому счету, ведь перемирия не такие удачные. Да, по тылам не били, я имею в виду пасхальное и на 9 мая. И, ну, самая первая, там, рождественская, которая односторонняя, тоже односторонняя, все равно там нарушались, и не было контроля, в общем, ну, давайте перемирие, и это будем договариваться. То есть перемирие тоже нужно обеспечить. И поэтому вот здесь возникает, наверное, самый главный вопрос. Но меня больше всего сегодня порадовало, что с ним, с Лавровым, согласен, знаете кто? Карась. Цих 3 місяці спама, якихось заяв, безкінечного ниття, вереску, соплей. От українці там ниють, верещать, щось надіються, не сподіваються, якась Європа, не Європа. Ну, чесно кажучи, задовбала от ця українська тема, що вони на щось надіємося, якісь сподівання. Треба просто робити свою роботу. Будь-що. Значит, смотрите, это просто потрясающе. Как совпадают мысли у Лаврова и Карася. Все украинцы, все надеются, что-то говорят, какие-то, знаете, не будет никакого перемирия. Надо работать, делать свою работу, говорит Карась. Буде ясно зараз одне, що там перемир'ям уже взагалі не пахне, або воно якось там то воно пахне, то не пахне, треба просто робити свою роботу. На фронті, чесно кажучи, ну нам як безпілотним системам, цей поток цього спама, якихось ожидань, розочарувань, там в тисі вони то тонуть, то не тонуть, ці ухилянти дурноваті. Воно, ну, В тисе то тонут, то не тонут. Уклоністи, дурновати. Калібала, які реально треба зосередитися на війні. Бачимо, що росіяни, да, у них вже що-то вони так наступали, там обіцяли захопити Харків, Запоріжжя, ні Харкова, ні Запоріжжя, нічого нема. Курщину до сих пор не можуть повністю, якби, взяти під свій контроль. Покровськ, да, там загострення, але знову ж таки, де там вся велика Росія, не може до сих пор Покровськ, який вже там його січня місяця вже, здавалося б, халепа геть. Ну, то есть, все как есть. Все как есть, и вообще не надо. Перемирием не пахнет, перемирия не будет. Ну, вот видим, Лавров на официальном уровне, Карась на вот таком полуофициальном уровне говорит, что, ну, в общем, перемирием не пахнет, они солидарны друг с другом, что является очень интересным. Причем интересным в еще одном, ну, таком потрясающем разрезе, о том, что надо делать свою работу.
Надо идти, так сказать, воевать, собираться, так как бы все на фронт, все для фронта, все для победы. А вот эти тонущие, то не тонущие ухилянты, их сегодня посчитали, представляете? Спикер Погранцов посчитал, там 45 тысяч, 49 тысяч задержали, ну, то есть, чтобы было больше чуть-чуть, чем те, которые сбежали. 45 тисяч осіб, про які зазначається, що начебто незаконно перетнули кордон, це фактично дані, які озвучила Державна прикордонна служба щодо виконання нами завдань. І це затримання порушень. Ага, то есть он разъясняет, что 45 тысяч, которые убежали незаконно, не-не-не, подождите, это наши данные, это мы сообщали, что мы столько задерживаем на границе. Безпосередньо на зеленій ділянці кордону, а також на контрольних постах та блокпостах прикордонні. Ще додатково можуть додати, що майже 4 тисячі військовозобов'язаних чи чоловіків, громадян України у віці від 18 до 60 були затримані і зупинені в пунктах пропуску. Фактично варто говорити про близько 49 тисяч осіб, які були затримані саме на території України під час виконання завдань прикордонниками у співпраці, в тому числі з іншими правоохоронними органами, для того, щоб не допустити спроб незаконного перетину кордону. То есть 49 тысяч хотели нас на волю через колючую проволоку только на западной границе, а їх удалось, от така потужна статистика. І така робота, знову ж таки, ведеться і в пунктах пропуску, і на зеленій ділянці кордону, і в прикордонні, для того, щоб викрити самих порушників, а також додатково це робота щодо викриття схем, викриття організаторів, викриття посібників, які намагаються допомогти людям у незаконному перетині кордону. І можу зазначити, що за час дії воєнного стану викрито близько 900 таких злочинних груп, які спеціалізувалися на тому, що переправляли людей через державний кордон України. То есть 900 групп рассекретили, это людей, которые там за деньги, за разные деньги, в разное время. 900 групп вот таких накрыли, и вот 49 тысяч человек задержали. Вот такая статистика. Много, мало, но опять-таки, это же не статистика тех, кому удалось пересечь границу, перейти самостоятельно. Поэтому тут как бы математика не точная, относительная, как и со всей другой математикой, с количеством войск, с потерями и совсем другим. Вообще, конечно, чего ж бегут так? Вот Разумков выходит и, собственно, говорит о том, что, ну, ладно, эти, которые вот это, в этом возрасте бегут. Говорит, поездил по стране, позаходил в школы, обалдел. Недавно відрядження на Західну Україну в Чернівецьку область. Ми спілкувалися в одному селі. Значить, було 600 дітей в школі, зараз 500. Куди ділося 100 дітей? Після геніальних ініціатив влади про постановку на облік в 16-17 років, і інформацію про те, що якщо дитина не стала, то буде платити штраф. Люди почали вивозити своїх дітей. Зараз на Значит, люди начали вывозить своих детей, потому что не хотят становиться на учет, не хотят с ними иметь дело. Ну, чтобы их дети с ними имели дело. Не хотят. И начали вывозить их потихоньку. Давайте, все, увозим. Не надо ничего. Было там 600, стало 500, на 100 человек меньше, да. Ну, от як-то так. паралелях 9, 10, 11 клас може бути 2 хлопці, може бути 3 хлопці, не лише в Києві, а в інших регіонах. І плюс, взагалі, це ідіотизм, просто який лякає людей. Ну, конечно, идиотизм, который беспокоит. Никто не хочет вот оказаться пойманным на зеленом участке границы, как говорит пограничник, или в пункте пропуска задержанным, поэтому нужно думать заранее. Но те, кто думает, что он в ВУЗе отмолчится, ну, вряд ли. Я помню, показывал в шуме вам изображение объявление о том, что теперь в какой-то комиссии по экзаменам сессионным, да, каким-то экзаменам тех или иных предметов уже появляются ТЦКшники. Ну, чтобы смотреть, ага, не сдал, там, на пересдаче, не сдал, все, наш клиент, а тут ТЦКшник тебе, здорово, давай. Так там агитацию проводят. Какого рода? Да вот такого. Раздали анкеты, очень интересные анкеты с кучей вопросов и буклетиком «Молодежный контракт».
Вопросов куча на самом деле. И вот массово в вузах говорят, что вот, ну, среди нас идет вот такая агитация. Вот такой буклетик, вот такой опросник, там, планируете ли вы, хотите, не хотите, родители хотят, не хотят. Вот в таком духе. Причем на 3 листах. Да, и такие там, а кто против, мама или папа, да. В общем, кажется вам или не кажется, что этот контракт вам нужен, да, вот таким моментом. Такая тихонечкая агитация, поэтому анкеты эти собираются. Кто их собирает, эти анкеты? Ну, конечно же, ТЦКшники. Какие ТЦКшники? Почему от них убегают? Да вот поэтому. В Харькове сегодня торжественно нацполиция объявила, что вот этому человеку, который ударил, ну, мы помним, в Харькове возле автомата с водой, как оказалось позже, и его там поддержал мэр города Харькова, учителя 8 класса, классного руководителя, учитель по истории Харьковской школы, у которого есть бронь, один ТЦКшник смотрел бронь, а второй наносил 2 удара ему, ну или может больше, на видео попало 2, так сказать, по корпусу. Вот ему сегодня торжественно объявили о подозрении, вручили. Знаете в чем? Ну там, может там какие-то более серьезные вещи, нет. Хулиганство. Хулиганство. Так что все нормально. А вот какой выхлоп из этих, скажем так, бусифицированных, которые там выдержали удар, или у них там такая железная бумажка, как Булгаков, да, помните, профессор Преображенский, железная бумажка, броня, и они все-таки не попали в ТЦК, а те, кто попали вот таким образом, бусифицированным, да, сегодня тоже было много видео и в Киеве, и в других регионах, ну просто, чтобы чем-то отличаться, не буду показывать, покажем лучше давайте Мазурашу, народного депутата. Говорит, всего-навсего мизер из этих бусифицированных реально приходит воевать. Судячи з того, що говорять військові учасники бойових дій, реальні, яким я довіряю, до яких ставлюся з повагою, які дозволяють собі публічно на ці теми відверто говорити, шанси приблизно 5-6%. Тобто я декілька разів від реальних хлопців з передової чув, що з умовно 100% бусифікованих 5-6 можна більш-менш довести до якогось там боєздатного стану, і то не дуже, скажімо так. Не очень. А вот интересно, а не очень это как? Ну, то есть, ты нормальный такой солдат, но не очень. А не очень это как? Это вот чтобы строем ходить по полигону в Сумской области, а потом прилетает туда Искандер и говорит, ну, 6 человек погибло. Там несколько раненых, 6 погибло. Хотя все понимают, сколько полигоний и сколько примерно видят этот строй с кадров, которые уже сейчас тоже стали, ну, в открытом доступе, объективного контроля этого удара россиян. То есть сколько их там было и куда примерно прилетело, там же все как бы, ну, как на ладони. В 50 километрах никто не наказан. Возмущается Безугла, там и Гончаренко тоже. Никто не наказан. Все всех устраивает. Это очень подготовленное или не очень? Это же стрельбище, полигон для подготовки. А они, вот их можно посчитать? Их как считать? Это те, которые стали уже нормальными солдатами или еще становятся? Тоже непонятно. А якщо орієнтуватися на іншу статистику, яку не раз я чув, зокрема від добровольця з 26 лютого 22 року Дениса Ярославського, від всіх народів країн лише 6-7% є реально спроможних воювати. Ну, это такая старая история, то есть всего там 5-6 или там 6-7% воинов в любом народе. Мы же тоже народ, у нас тоже есть процент воинов. Реально спроможних служити є відсотків 20, у тому числі лише 6-7 реально спроможних воювати. І ми можемо бігати за ними, знімати з дерев, з колодців витягувати, не знаю, з бусиків, з річок, і доганяти їх, коли вони тікають з країни, і одразу їх відправляти в ТЦК, і дуже радіти, що ще одна перемога, ми ще одного ухилянта піймали і відправили в навчальні. Ну, в общем, понятно, толку не будет, говорит Мазурашу по этому поводу. Говорит вроде как правильно.
Но вот сегодня, например, в Одессе снимали с дерева, человека залез на уровень 5-го этажа. Правда, потом отчитались, сказали, что не, это мы не просто кого-то ловили бусифицированного. Это был дезертир, СЗЧшник, который пасынка 15-летнего и мать его, свою сожительницу, супругу, избивал по пьяной лавочке на фоне ПТСР или каких-то там проблем. Поэтому вот мы его так и поймали, и потом скрутили, и, ну, в общем, как бы отправили, поймали, передают военной полиции. Но это тоже ведь проблема СЗЧшники. А вот с СЗЧшниками тоже надо заниматься ТЦК, а не бусифицировать всех. Мазураша очень интересную вещь сказал по поводу военных, да, настоящих, не настоящих. Интересно, уже гуляет 2 дня в сети, очень такие классные кадры. У супруги Усика был день рождения. Катя Усик, жена боксера, чемпиона мира по боксу Александра Усика, праздновала, да? Праздновала, ну вот примерно вот так это все было. Да, ну тут много музыки, поэтому давайте так прокомментируем. Потрясающий там торт, свечи, отличный. Ну, может себе Усик позволить, он заработал свои деньги честно, на спорте, на рекламе. Монатик тут как тут, вот такой. Виталий Козловский поет все песни, которые отсудил у своего экс-продюсера Кондратюка. Ну, какие-то там, конечно, элементы шоу-программы мы видим, да, то есть все. Іменинниця Катерина, визнаєтеся винною у провокуванні радості та перевищенні норм щастя на душу населення. Вот такая, виновата ты. Счастье на душу населения, в общем, танцуют, интересно всем, понимаете. Такие перформансы устраивают, такие шоу, слушайте, такая нормальная, мирная, крутая жизнь. Никто и не говорит, все на украинском языке. Очень интересный подарок вот сейчас, да, как бы вручают Катерине Усик. Этот подарок Библия, да, Библия. То есть, что интересно, ну, давайте так, может, там не все, да, не все было видно из этого. То есть, вот такое там классное шоу, да, все замечательно. Вот этот подарок, да, очень такая крутая инкрустированная Библия, да, вот смотрите, Библия. Ну, семья Усиков духовная. Все нормально. Как бы деньги есть, деньги честные, никто никаких претензий. Да, есть моральный аспект, что многие люди не могут даже фотографию выставить, где они там на какой-то гулянке, потому что до сих пор они стесняются, что, ну вот как бы время такое тяжелое. Кто-то вот такие подарки получает, шоу устраивает. И, ну вот на самом деле, вот из этого всего, вот этот товарищ особенно интересен. Вот, Виталий Козловский. Виталий Козловский. У него там концерты будут, 30 мая выступления. То есть семья Усиков заказала пакет, да, с шоу-бизнес звездами. Да, там Монатик, может они лично общаются, там, ну, может там напрямую с менеджерами, может какое-то агентство какое-то праздников это все для них сделало. Вполне вероятно. Однако Козловский, он же воевал. У него ж не было денег рассчитаться с Кондратюком. Он говорил, я же военнослужащий, да. Я вот в окопе там где-то ходил, я помню эти видео. Это, конечно, тоже было удивительно. Как-то никого нет. Один Козловский в окопе. А что за окоп там? Учебный, неучебный, боевой, непонятно. Ну, окоп во время зеленки. Он же воевал. Ну, так вот он воюет и сейчас. Понимаете? Вот такие, вроде как солдат, вроде как числится. Ну, вот тут такая война у них. Вот Усик празднует, этот воюет, нормально песни поет. А что, теперь репертуар пополнился от Кондратюка, вроде как отстал. Вот такая страна. Ну и по поводу Библии, сегодня, конечно, ужасающий, лицемерный и неприятный эпизод сегодня произошел в Хмельницком с Украинской Православной Церковью. Значит, люди собрались у храма, притянули мусорные баки, какие-то такие достаточно, ну, много народу, там местные активисты Хмельницкого, и все какие-то вот такие насупленные, настроенные были.
митинговать давай и хулить УПЦ. Берегти нашу державність, нашу країну. Ганьба руському міру! Ганьба! 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 Ви не маєте ні честі, ні совісті, ні моралі, ні справедливості. Воєнний час ви маєте бути знищені. Морально, політично, на всіх рівнях. То есть митинг прям устроили. Ганьба, ганьба, ну, типа позор, позор, позор русскому миру, позор вам всем. Даже, собственно, устроили перформанс у ворот, ну, на территорию храма. То есть вот эти, чтобы всем было понятно, да, вот эти все, это свиная кровь. То есть это перформанс, это такая вот история. То есть идет митинг с аппаратурой, с микрофонами, обливают ворота церкви. Ну, в общем... Геть московского попа. То есть вон московского попа. Вот эти вот женщины, которые там говорят, Зеленский хороший президент. Ну и давай там стыдить всех, вам не стыдно, вам не стыдно. В общем, такая вот бесовщина. Все поначалу писали о том, что захватывают храм. Но храм не захватывали. Причина была в другом. Узнали о том, что настоятель УПЦ Ануфрий, да, он должен был прибыть туда, в Хмельницкий, с визитом, и в этот собор тоже должен заехать. И вот они устроили для него. Говорят, на видео я так не рассмотрел, но пишут об этом, что даже вот Жека Карась, который сидит и рассказывает, что надо просто идти, воевать, мы дроноводы, у нас вообще задача такая, перемирием не пахнет, это все ерунда. И его туда, говорят, притащили. Ну, там проверить сложно по видеокадрам, их на самом деле чуть больше. Но и он там был. Ну, тоже как Козловский получается, да? Или, в принципе, из Хмельницкого сейчас можно дроны запускать. А что, интернет есть, старлинки там, да, можно сесть нормально на диванчике, как там рассказывают все, да? И вот отправить, все. Нормально. А чего хотят от УПЦ? А в том-то и дело, что говорят, что ничего не хотят. Вот Радио Свободу как бы посетил, внимание, без «з», Еленский, ответственной службы по этническим вопросам, на которая, в принципе, вот эта вся грязная работа, но не вот эта грязная с кровью свинячей, а вот юридическая грязная работа по запрету Украинской Православной Церкви возложена. Так его послушать, слушайте, так он вообще святой, говорит, вообще не хотим ничего от УПЦ. Выйдите із составу РПЦ і все, тільки і ділов. Українська держава, я це повторюю багаторазово, не вимагає від Української Православної Церкви ані зректися православ'я, ані зректися своїх літургійних звичаїв, ані змінити мову з церковнослов'янської на українську, ані змінити календар з юліанського на новоюліанський, ані стати частиною іншої церкви. Але лише одне – вийти зі складу Російської Православної Церкви, яка, тобто Російська Православна Церква, ставить своєю метою, причому відкрито, знищити українську державність, знищити українську культуру і знищити українство як таке. Вот так вот. Значит, своей задачей, вот что имеет своей задачей украинская церковь. Понимаете? То есть выходите из РПЦ, и все будет хорошо. Только и делов-то. Вообще, что происходит с украинцами, это, ну, на самом деле, это, конечно, нечто. Сегодня утром не только церковь, а еще и язык потужной новостью разродился. Наталья Пипа опубликовала у себя, что нацполиция по моим и моих коллег-депутатов обращением открыла против Алхим еще одно криминальное дело о госизмене. В чем кому изменила Алхим? Нет, там много, конечно, историй про любовника, там еще чего-то, но тем не менее. И вот эта вот травля, вот этот ужас, который происходит, понимаете, он каким-то образом вот вселяется в души людей и вот начинает вот это все вот теребить. И доводит до какого-то реально абсурда.
Арестович, вот с него мы там начинали, давайте ним закончим. Он объявил о том, что теперь не будет собирать деньги на боевые задачи, а будет собирать деньги на не боевые задачи. То есть на медицину, то есть военные сборы, на убийство собирать не будет. У себя объявил в соцсетях, и на него понеслась. Там опять возбуждается Пальчевский, еще там многие другие люди, они прям его там травят, вот это все. Мол, вот. Жека Кошевой, конечно, Жека Кошевой возбуждается, все возбуждаются против него. И прям прям супер разгон был сегодня днем о том, что, смотрите, отказывается деньги собирать. А собирал, а теперь не собирает. Точнее, там на оружие, на там какие-то, вещи для обороны или нападения, а вот теперь будет собирать на воду и так далее. Даже вышел его товарищ когда-то, по старой памяти, Корчинский, и высказался и об Арестовиче, и о тех людях, которые слушают песни на украинском языке. Правда, вот те старые, или какие-то такие несовременные, но такие, которые все знают и все слушали. Вот, в принципе, спич Арестовича должен сегодня такую вот черту подвести под нашим шумом о том, чтобы понимать украинцев. Сталося, що Арестович спочатку був хороший, а потім став поганий. Хто його завербував? І я вам скажу, хто. Штірліц. Штірліц його завербував. Він Значить, Арестовича завербував Штірліц. Штірліц! нахлібався всієї цієї московицької культурки і вирішив, що він тепер буде хороший русський. А хороший русський – це поганий русський в профіль. І вся ця культурка – це адаптація і інфантилізм. Чому вона так залазить? У мене була машинка. Значит, вся эта русская культурка, вот это все инфантилизм. И он приводит свой пример. Он же глубокий философ и вспоминает себя маленького Корчинского. Маленький Корчинский, у которого была машинка. Потрясающая аргументация. Коли мені було 3 роки, вона була залізна і вона була радянська. І, мабуть, вона мені подобалася. Але зараз мене під страхом неминучого розстрілу не примусиш гратися цією машинкою. Я вже Да понятно, тебя этой машинкой не заставишь сейчас играться. Или он другими уже машинками играется? Дорослий хлопчик, у мене вже інші іграшки, а вони все ще граються Штірліцами і Стругацькими. Вони дорослі хлопчики, ці люди. І це адаптація. Як працює вся московицька культурка? Вона бере західну ідею чи західний образ, пережовує, перетравлює і потім годує цим адептів. І їм це подобається. Вони не можуть їсти тверде. Їм потрібно надо переживать западное что-то и потом скормить уже переваренным. И вот это он так характеризует русскую культурку, культуру русскую. Перетравлене. Вона бере Гегеля, перетравлює і витягує з заднього проходу кубку Дугіна. І цією кубкою Дугіна годує своїх адептів. Оце весь шлях московицької культурки. Саме тому, браття, ми маємо захистити своїх дітей від всіх цих Пушкіних, від всіх цих Чайковських. Ми маємо годувати їх Софоклами, Джойсами, Гегелями, справжніми, а не перетравленими московицькою культуркою. Начувайтеся, браття. Финал, конечно, мне понравился. Начувайтесь, готовьтесь. То есть, вот, понимаете как? Мы хотим, Гегеля мы хотим, Софокла хотим, не пережеванного, да. Гегель-Дугин — это, конечно, потрясающее сравнение. Сразу видно высокоинтеллектуальное. Где Гегель, где Дугин. Бог с ним. То есть в этом суть. Надо отказаться, надо забить, надо чтобы этого не было, потому что это все московское. А железная машинка и Штирлиц, да, Штирлиц это же не Джеймс Бонд, да, правильно. Наверное, Штирлиц это с Джеймса Бонда лепили. Да, вот так. Почему Штирлиц? Почему вот эти все моменты? То есть вот это сейчас, правящая идеология. Напишите, давайте пошумим в комментариях, что она означает. Как вы относитесь к подобному? Мне кажется, очень интересно. Давайте подведем итоги нашего сегодняшнего разговора и немного, как говорится, повисим в чате. Вопрос на протяжении эфира был такой: сколько продлится война?
Сейчас очень особенно интересно, как вы проголосовали. 8 тысяч голосов. Спасибо вам большое за то, что ставите лайки, за то, что присоединяетесь, за то, что там переходите по QR-коду, поддерживаете канал. Даже вот просто ваши комментарии и то, как вы соучастливы, да, вот в тех темах шума, которые представлены, это тоже большая помощь и поддержка. Сколько продлится война? Вот после Корчинского, после вот этого, сколько вот она продлится? Это пару месяцев, но будет новая. 12%, 24% ставят на полгода, ну то есть до конца года все закончится. Год-полтора еще, 25%, примерно одинаковое количество. И 39% считают, что года 3 до чьей-то капитуляции. Спасибо вам большое. Ну, честно, то есть после вот такого трэша, да, ну тут, ну как это еще можно исправить? Уже... Я помню, когда раньше такие акции, до широкомасштабного вторжения были, все говорили, не надо, не нужно, зачем вы это делаете? Вы же кличете большую беду, большую войну. Так вот они докликались, большую беду, большую войну, больших гробов, но они продолжают с новой силой, еще более мощно, усиленно это делать. Понимаете? Еще более. Так, значит, будет еще более какая-то война и трагедия, и ужас, и отмщение. Да, друзья. Спасибо, Саша, спасибо большое. Шелец Штирлиц, Вася Васильев пишет. Ну да, Шелец Штирлиц. Значит, надо шум переименовать в шелест. Но это шум, шелест у микрофона. Так это и называется. Друзья, спасибо большое за эти сердечки. И вот это то, что вот вы это реакцией называется. Это тоже очень хорошая история, чтобы понимать, как вы поддерживаете или не поддерживаете, что, собственно, происходит в данный момент времени на экране. Очень интересно, да, пройтись, ну, вот непосредственно по вашим вопросам, по вашим запросам. Начнем с закрытого клуба зрителей. Тут буквально, скажем так, парочку. Значит, Игорь 627 спрашивает, почему, добрый вечер, почему большое количество постов пишут, что Шарий следующий. Как вы думаете, стоит ли ему описаться, тем более после провального покушения на него ранее? Я думаю, что опасаться стоит, ну, вот многим нужно опасаться, это в том числе какой-то элемент такого тоже медийного, не знаю как смыслового, но медийного вот устрашения тоже, но Шарий давно опасается, поэтому я думаю, что он предпринял все какие-то шаги для своей безопасности, и то, что на него были покушения в той же Испании, да, ну, тому ярчайшее подтверждение о том, как все там налажено с правоохранительной системой, как там он тоже он и с ней пытался тягаться, чтобы хоть каким-то действием побудить. Угрожали ему, он ходил, говорит, мне угрожают, там, в полицию, в спецслужбы, говорит, вот угрожают. Ну, никто ничего не предотвратил, угрожают и угрожают, ну и хорошо. Понимаете, я думаю, что... А почему пишут? И ровно для того, чтобы запугать, ровно для того, чтобы там Шарий, Арестович, там, да, там кто-то Гончаренко упоминает, кто-то еще кого-то. Запугать. Заткнитесь. Вот основной посыл. Используют это убийство как повод для того, чтобы так сказать? Да, используют. Является этой целью? Не знаю. Скорее всего, ну, без понятия. Там, наверное, свои какие-то цели, но в том числе это как побочный эффект тоже. Никита пишет, вам не кажется странным, что в Украине из многих источников трубят невероятно о страшном летнем наступлении? Просто война уже 3 года и наступают всегда. Может быть, людей пытаются запугать, им же просунуть перемирие под лозунгом «Мы вас спасаем от жесточайшего летнего наступления». Никита, возможно, вы правы. Однако, ситуация на передовой достаточно, ну, тяжелая. То есть, если, смотрите, если брать во внимание вот эту философию Карася, которую мы сегодня показывали в шуме, что, смотрите, да что там они нас, ну да, там под Покровском обострение, ну целая могучая Россия не может захватить Покровск, да, мол, как бы чини Россия. Или там, какой областной центр захватила Российская Федерация? Да даже если какой-то и будет, ничего страшного, отобьем позже. То есть, вот если с этих позиций стоять, то да, тогда да. Эта смена риторики вас толкает на правильные мысли. Мол, давайте мы быстро все там подпишем. Так не подписывается ж быстро. Задача власти украинской растянуть, получить какой-то такой типа Минск-3, вот а-ля что-то такое, процесс, но чтоб не стреляли, потихонечку, да, в новых реальностях там
зачищать, чтобы победить на следующих выборах, да, сделать выборы быстро, сделать выборы, там, ну, все их признали, перемирие идет, с русскими договариваются, солдаты сидят в окопах, смотрят друг друга, да, и раз, другой стрельнут друг друга, ну, типа такого, что было на Донбассе. В таком режиме жить можно. Плюс деньги просить, потому что, вот смотрите, да, нарушается перемирие. Денег еще дайте, оружие, мы должны быть готовы, а вдруг опять сейчас попрут, а мы вот тоже хотим территории. Ну, в общем, в этом режиме, да, то есть... И вот это вот все как элемент может быть, но стратегически, мне кажется, нет. Мне кажется, это идет просто реальная оценка того, что происходит. Когда боевые комбаты пишут о том, что мы не хотим в этом дурдоме принимать участие, когда тупорылые наступления сжигают просто так ресурсы, когда в очередной раз прилетает по построению или там по строю с солдатами в учебке, которая за 50 километров от границы, и никто ее не перенес, не подумал. Ну а что, есть там 50 километров, чем долететь? Представляете, есть. И сегодня, когда там сколько, 3, 4, 5 сообщений было о том, что дроны летят на Москву. Зачем они летят? Ну, чтобы было и вот такие вот, ну, скажем так, другие дроны, вот другая ответка, чтобы была. А потом сказать, смотрите, они недоговороспособные, все, да, все. Вот как-то так. Значит, ну, тут из свежих новостей, что в телефонном разговоре президент Сирии Ахмад Аш-Шараа получил поздравления от Косты по случаю отмены европейских санкций в отношении Сирии. Тоже очень интересная тема, как они разыгрывают Сирию и как они, ну, собственно, это все преподносят. Какой-то такой, ну, понятный, да, европейский проект. Европейский проект. Ну и, наверное, вот тоже, да, парадокс. Уезжают украинцы, да, вот за границу, людьми становятся какими-то, ну, вот как-то по-другому относятся. Вообще по-другому. Ну, вот, пожалуйста. The Telegraph пишет, школьникам из Украины в Британии предлагают изучать русский язык для того, чтобы сдать выпускной экзамен. Издание пообщалось с несколькими подростками из Украины, которые рассказали, что им предлагают сдавать итоговые экзамены, ну у них это там GCSE, по русскому языку, чтобы иметь более высокий балл для возможного поступления в колледж. Телеграф уточняет, что такой вариант предлагают, как правило, частные школы, которые имеют более качественное образование и учителей по большему количеству языков, чем государственное. А у нас Корчинский. А у нас вот так вот по 2-3 мальчика в классе, в старших выпускных классах. Как-то так и живем. У вас тоже черный экран. Не знаю, почему у кого черный экран. Сложно сказать. Вроде бы все идет. Не знаю, где черный экран. Где и у кого. Подскажите. Будьте добры. В общем, вот такой стрим сегодня, дорогие друзья. Вот таким вот образом, да, все выглядит. Вот такой шум. Время позднее, 23:37 сейчас. Потрясающий комментарий. Шелест. Не тереби пипу. Особенно, когда 23:37. Спасибо большое. Не будем теребить пипу. Видите? Ну, смотрите, в чем дело. Давайте так. Там, тереби, не тереби. Ну, вот, давайте вот по-честному. Тереби, не тереби. Алхим же ее тоже не трогал. Они сами всех теребят. Вот такие дела. Так что все-таки с переводчиками фейк или нет? Ну, похоже на фейк, конечно. Похоже с переводчиками на фейк. Хотя фейк, в который легко, очень